Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку просто вкуснейший ягодный пирог «Молочная девочка». Пирог этот получается необыкновенно сочным, в то же время воздушным, легким. Делается очень просто и очень быстро. Наполнять я его буду ягодами двумя разными способами, то есть вот такой мозаикой, и чтобы в каждой порции была своя определенная ягода. Вот такой он воздушный, необыкновенно нежный получится. И покажу, как правильно его испечь, чтобы он был не высохший, а именно такой влажный, воздушный, и в то же время, чтобы он идеально красиво держал форму. И, конечно же, все пропорции на маленькие круглые формы я вам дам в описании с точным рецептом. Итак, сначала я подготовлю ягоду. Здесь у меня 500 грамм неочищенной клубники свежей. Я ее очищаю и режу ее на четвертинки. Так как время выпечки здесь очень небольшое, то есть 25 минут мы будем в общей сложности выпекать весь пирог, поэтому лучше резать вот именно четвертинками, не совсем уже мелкими дольками. Но вот такой способ нарезки будет идеальный просто для этого пирога. Также здесь я беру 5 стеблей ревеня. Ревень у меня очень молодой, хороший, то есть я его частично очищаю, частично не очищаю. Нарезаю его на такие столбики, ну примерно где-то по 4 сантиметра. Если уже пошире вот эти столбики, я их делю уже вот так на половинки. Опять же повторяю, что время для выпечки коротенькое, поэтому чтобы у нас все идеально уже пропеклось. В общей сложности у меня получится максимум здесь 300 грамм ревеня нарезанного. И сразу же отвечаю на вопрос в комментариях, конечно же, вместо ревеня можно брать просто кислые яблоки здесь. Итак, убираю пока в сторону и готовим само тесто. 4 яйца среднего размера. Общий вес примерно 200 грамм. К яйцам я добавляю 2 банки сгущенки. Каждая банка имеет вес 397 грамм. Вы можете взять и баночки по 380 грамм, и в итоге просто взять на 10 грамм муки меньше, если у вас банка сгущенки меньше. 200 грамм растопленного сливочного масла. Масло ни в коем случае не должно быть горячим. И вот сейчас очень важный момент. Консистенция всех этих ингредиентов должна быть очень жидкой на выходе. Поэтому я здесь использую миксер. Вы же можете все это просто перемешивать ручным венчиком, но до того состояния, как я сейчас покажу вам в видео. Здесь ничего взбивать ни в коем случае не нужно. Я перемешиваю на очень умеренных оборотах миксера. Просто до состояния вот буквально льющегося теста. Вот такое оно должно быть здесь. То есть без муки, ну вот такая вот жидкая масса должна получаться. И заметьте, соль я в тесто намеренно не добавляю, потому что сгущенка всегда дает тесту такой слегка солоноватый привкус. Теперь я туда просеиваю 360 грамм муки. То есть мы берем муки меньше, чем мы бы брали на обычные коржи «Молочная девочка». Здесь это очень важно. И разрыхлитель я добавляю сюда 10 грамм. То есть на 2 банки сгущенки мы обычно добавляем 8 грамм разрыхлителя на коржи. На тонкие коржи «Молочная девочка». Здесь же я добавляю 10 грамм, чуть побольше. Все это я перемешиваю на умеренном ходу миксера, чтобы тесто не затягивалось. Вот это здесь очень важно. Еще раз повторяю, можете вымешивать просто ручным венчиком. Самое главное, что взбивать здесь ни в коем случае ничего нельзя. Вообще в этом тесте не должно быть лишних пузырей. Просто сейчас прохожусь лопаткой со дна и со стеночек посуды. Тесто будет такое подвижное, очень это нормально. Я использую стандартный противень 32 на 42 сантиметра. Я выливаю сразу все тесто, разравниваю сейчас его. Слой теста будет совсем небольшой. Тесто хорошо сейчас поднимется, но и пирог будет достаточно невысокий. Это нормально для пирогов размером с противень. Я считаю, очень хорошая величина. То есть получается приличная порция. Всем хватает. Идеальный вариант, когда нужно сразу на большое очень количество порций. Опять напоминаю, что все пропорции на маленькие формы я вам, конечно же, оставлю в инфобоксе под видео. И сейчас я выкладываю ягоды и ревень вот таким вот способом. То есть именно полосками такими, для того, чтобы у каждой порции был свой индивидуальный вкус. Это очень удобно, он очень хорошо разрезается на порционные кусочки, и в каждом порционном кусочке будет тот или иной вкус. Здесь вы можете использовать абсолютно любые ягоды и фрукты. Также я здесь использую голубику. Вы можете использовать и малину, и вишню, и яблоки вместо ревеня. Все, что вам нравится. Голубики я в общей сложности на 2 пирога беру 250 грамм, то есть примерно 150 грамм у меня уйдет на этот пирог.
и примерно 100 грамм уйдет на второй пирог в виде мозаики, где я буду выкладывать. Просто смотрите, вот я вам примерно даю ориентир по весу ягод. Конечно же, этот пирог можно выпекать и со свежемороженными ягодами. Единственное, если у вас очень крупная замороженная клубника, ее тогда не нужно использовать, она у вас просто не пропечется за такое количество времени. Выпекать этот пирог я буду сейчас в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. В моей духовке ровно 25 минут. Идеально пропекается вся ягода, сам корж идеально ровный получается. Он тоже превосходно пропекается, он не высыхает за это время. Сверху получается превосходная колеровка у коржа. Очень советую выпекать именно на высокой температуре. Конечно же, это будет зависеть полностью от вашей духовки, от особенностей вашей духовки. То есть температуру мы выбираем такую же, как мы и печем сами тонкие коржи «Молочная девочка». Здесь это очень важно именно для корочек этих, которые и дают вот тот самый аромат и вкус коржей «Молочная девочка». И именно благодаря вот этому неповторимому вкусу этот пирог и отличается по вкусу от всех других пирогов, потому что огромнейшее количество всяких рецептов есть. Но у этого пирога, благодаря температуре выпекания, технологии приготовления, получается именно тот самый вкус коржей «Молочная девочка». И пока у меня будет выпекаться этот пирог, я уже буду готовить следующий, потому что мне нужно было на большое мероприятие эти пироги, и я готовила вот именно в больших противнях. Все ингредиенты на маленькие формы я вам напишу в описании под данным видео. Если вам нужно будет на 26 сантиметров в диаметре круглую форму, следует здесь взять просто всех ингредиентов из расчета порции на 1 банку сгущенки и на 2 яйца. Если же нужно на 20 сантиметров в диаметре маленькую форму, нужно взять из расчета порции на 1 яйцо и на 200 грамм сгущенки. Здесь все очень просто. Итак, выкладываю вот такой мозаикой. Это можно все на ваше усмотрение делать, как вам это нравится. Я вот делаю вот таким образом. Выпекаю абсолютно на такой же температуре, также 25 минут при 200 градусах Цельсия без конвекции. Итак, первый пирог у меня уже испекся, я поставила второй. Вот так идеально красиво он выпекается. Ровнейший получается пирог. Вот это донышко и верх имеют благодаря быстрому выпеканию вот этот незабываемый вкус коржей вот этих тонких «Молочная девочка». А сам пирог получается очень воздушным, легким и сочным. Как только я могу дотрагиваться уже до формы, этот пирог нужно извлекать из этого противня, иначе донышко будет отсыревать, потому что влаги много. Вот так, когда мы все 3 вкуса хотим в каждом кусочке иметь, вот так выглядит разрез. Вот так будет выглядеть уже пирог, посыпанный сахарной пудрой, потому что, может быть, кому-то не нравится, когда есть сахарная пудра на пироге. Все на ваше усмотрение. Сейчас я разломлю, вам покажу, как он выглядит. Он нежнейший получается, этот пирог. То есть готовить его можно абсолютно с любым наполнителем. С клубникой более такой нейтральный вкус, с голубикой тоже. И вот так вот превосходно он нарезается на порционные кусочки. Уже в каждом кусочке будет своя индивидуальная ягода. Это кто как любит. Вот так красиво, эстетично выглядят вот эти вот уже кусочки именно с каждой ягодой отдельно. Я считаю, что это идеальнейший вариант для большой семьи или для большого какого-то мероприятия, когда нужно накормить много человек и чтобы у каждого был свой вкус, кто как любит. Итак, второй пирог у меня тоже испекся. Здесь уже как бы вот в виде такой мозаики я выкладывала. И это делается все элементарно просто. Но, конечно же, хаотично просто набрасывать ягоду можно, но не будет уже все равно так вот красиво, равномерно смотреться. И опять же, как только я могу уже дотрагиваться до формы, то я не даю им особо остывать до комнатной температуры в противне. То есть я сразу, как только могу дотрагиваться, извлекаю из противня, чтобы он просто не отсыревал. Потому что корж большой, влаги много. Лучше его сразу извлечь и давать ему просто, допустим, на решетке или на столе хотя бы остыть до комнатной температуры. Остывают такие коржи очень быстро. Сладости здесь достаточно. Пирог получается абсолютно неприторным, потому что ягоды здесь очень много. Вот такие вот красивейшие кусочки получаются. Хранится этот пирог совершенно обычно в герметичном контейнере, как и остальные кексовые пироги. Но лучше его хранить, конечно, в холодильнике с таким большим количеством ягод, если вам на следующий день он нужен еще.
Посмотрите, как он разламывается. Он нежнейший, он буквально тающий во рту. Очень важно соблюдать здесь пропорции. Они немножко отличаются от привычных пропорций на коржи «Молочная девочка». И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.